Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня уделим внимание Страстной неделе. Поговорим о том, что нельзя делать в последние дни перед Пасхой, и поговорим о других моментах. Итак, друзья, последняя неделя перед Пасхой называется Страстной. И все ее дни считаются великими, потому что они наполнены особым смыслом, и с каждым днем связаны определенные запреты, традиции и народные приметы. Как же правильно провести эту Страстную неделю? Что можно и нельзя делать в Великий понедельник, во вторник, в среду, в чистый четверг, в Страстную пятницу и тихую субботу? Обращаем ваше внимание, что в этом 2022 году Страстная неделя начинается 18 апреля и закончится уже 23 апреля. И это дни перед Пасхой, которые в этом году мы с вами будем отмечать 24 апреля. И вот эти дни перед Пасхой – это самые строгие в соблюдении Великого Поста и Светлой Благодати. Верующие в Страстную Седмицу вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, о предательстве Иуды и о распятии Господа на кресте. В Страстную неделю принято очищать свой организм, при этом как физически, так и духовно, наводить чистоту в своем доме и во дворе. Что же нельзя делать на этой неделе? Вот самое-самое главное, друзья, устраивать шумные гуляния и развлечения. Православные в эти дни отказываются от свадеб. Также нельзя употреблять животную пищу, мясные, молочные продукты, рыбу и алкоголь. Также нельзя проводить крещение, ругаться, сквернословить и обижаться. Пасхе предшествует 6 дней Страстной недели, каждая из которых имеет свои народные приметы, которые описывают, что можно, а что нельзя делать. Давайте мы с вами начнем с Великого понедельника. Итак, первый день Страстной недели лучше всего посвятить уборке дома и начать еще до восхода солнца. Все ненужные вещи, которые, возможно, у вас накопились годами, нужно выбросить, чтобы наполнить дом хорошей положительной энергией. Особое внимание важно уделить еде, потому что, согласно правилам Великого Поста, в первый день можно кушать один раз в день вечером. Разрешена холодная сырая пища без растительного масла. Сюда относятся сырые овощи, фрукты, хлеб, мед и орехи. Далее у нас с вами наступает Великий вторник. Это второй день Страстной Седмицы, и традиционно посвящают его одежде, стирке, штопанию, шитью. Самое время разобрать шкаф и избавиться от вещей, которые больше вы точно не планируете носить. Их можно передать в благотворительные фонды или, как вариант, отдать на переработку. Но, правда, это в больших крупных городах. Также, освободив шкаф, можно и на шопинг отправиться. Считается, что приобретенная в Великий вторник одежда долго прослужит. Также в этот день принято начинать планировать пасхальное застолье и закупать все продукты для него. Делать раньше вторника – это считается плохой приметой. К воскресному столу готовили скатерть, и она должна быть белоснежная и идеально чистая. Верили, кто Пасху с грязной скатертью встретит, то того целый год ждут неудачи. Одной из вторичных традиций также была подготовка травяных сборов и настоев. Собирали все травы, что оставались после зимы, и готовили из них чаи и отвары. Важным было то, что делать это должны были только женщины-хозяйки. Мужчинам запрещалось каким-либо образом вмешиваться в этот процесс. Их приглашали пробовать уже готовый напиток. Особое внимание обращали и на погоду. Дождь к урожаю грибов. А если погода ясная, то пшеница хорошо уродится. Далее наступала у нас Великая Среда, и в середине Страстной недели продолжаются хозяйственные хлопоты. Среда – это преддверие чистого четверга. В этот день начинали генеральную уборку дома и завершали ее на следующий день.
Неудивительно, что вымыть и вычистить целый дом от пола до потолка за один день все-таки сложно, особенно если не забывать о других делах. Все продукты к светлому воскресенью уже куплены во вторник, а вот пасхальные яйца принято выбирать именно в среду. Считается, что купленные в этот день яйца дольше сохраняют свою свежесть. Однако на сроки годности все же стоит обратить внимание перед покупкой. Также в этот день готовили и четверговое мыло. Кусок мыла выносили на улицу и оставляли на пороге, а на следующий день утром перед купанием забирали. А вода в чистый четверг, как считается, сама по себе целительна, а мытье с таким мылом позволяет избавиться от порчи и сглаза. Далее наступал чистый четверг. Как следует из названия, Великий четверг полностью посвящали очищению, при этом как физическому, так и духовному. Доброй приметой считается встать и как следует искупаться рано утром еще до рассвета, после чего приступать к делам. Четвертый день Страстной Седмицы – это последний, когда до Пасхи разрешен физический труд. Принято заканчивать уборку дома, совершать омовение, а свободное время посвящать очищению помыслов. Из дома необходимо было вынести весь ссор, чтобы в следующем году не тяготиться грузом старых проблем. Еще одна народная примета связана с красотой. Считали, что если умываться рано утром холодной водой из серебряной посуды, то сохранишь здоровье, молодость и привлекательность. В четверг было принято начинать подготовку пасхальных куличей. Замешивали тесто, выпекали первый кулич, но не пробовали, помните пост. Вместо этого смотрели, каким кулич получился. Если румяный, то, к счастью и удачи. Подгорел – ждите неприятностей. Далее у нас с вами наступала Страстная Пятница. Или по-другому ее называли Великая Пятница. День, наполненный горечью и скорбью, когда верующие всего мира почитают жертву Христа, распятого на Голгофе за наши грехи. Этот день принято проводить в тишине и размышлениях. Шумные вечеринки и праздники – это неуважение к жертве Христовой. Считается, что участников таких сборищ ждут беды. Запрещен любой физический труд, кроме того, что связан с подготовкой пасхального стола. Именно в пятницу принято печь куличи и хлеб и красить яйца. Считается, что приготовленная в этот день выпечка долго будет мягкой и свежей. По пятничной погоде судили и о будущем. Согласно поверьям, какая погода стоит в этот день, такую жди и весной. Ну и далее, друзья, у нас с вами наступала Великая Суббота. Это последний день Великого Поста, который называют еще и Тихим. Так же, как и в пятницу, в субботу шуметь, веселиться, ссориться не принято. В этот день не советуют брать и давать деньги в долг, иначе можно свой достаток кому-то случайно отдать. Конечно же, продолжает действовать запрет на работу по дому и в огороде. Заниматься физическим трудом считается плохой приметой. В субботу завершают все приготовления к пасхальной трапезе, чтобы в светлое воскресенье не тратить время на готовку. Можно заниматься украшением дома или сходить в церковь, чтобы осветить куличи, пасхи и четверговую соль. Верили, что посещение ночной службы, которая начинается в субботу поздним вечером, сулит счастливую жизнь. Ну и далее, друзья, у нас с вами наступает воскресенье. Это самое важное в день Светлого Христова воскресения. Это нужно прийти в храм. Пасхальная служба стоит того, чтобы участвовать в ней, даже если вы крайне редко посещаете церковь. Вот теперь, друзья, вы знаете, что можно делать, что нельзя делать в Страстную неделю, в последнюю неделю перед Пасхой. Мы надеемся, что эти советы, эти рекомендации, эти народные приметы, традиции вы
изучите и передадите дальше своим детям и внукам. Главное, чтобы никто не забывал об этом, потому что это очень важно знать и понимать. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео. Также обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Выберите то видео, которое вам интуитивно интереснее, и смотрите, там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.